Друзья, всем каспийский предновогодний салам. До Нового года осталось 5 дней. Как раз вот этих 5 дней мне хватит, чтобы вот этого гусика, вот этого красивого 4-килограммового гуся замариновать, замочить в воде, в рассоле. И через 5 дней, прямо 31 числа, мы с вами его красиво запечем. Слегка мы птичку нашу опалим. Она чистенькая, ну там некоторые волосики остаются впереди. Так, это нашим кошкам. Кошки. Кс-кс-кс. 2 крылышка и 2 лапки. Разбирайте. Подрежем гуску. Это тоже кошкам. Теперь, друзья, кладем нашего симпатичного гусика вот сюда. Вот такой короб. Вот здесь у меня, друзья, посмотрите, 8 литров рассола. Я уже не стал показывать, как я делаю рассол, потому что все очень просто и элементарно, чтобы не отнимать ваше время. Значит, 8 литров воды, 800 грамм соли, то есть 100 грамм идет на литр. Немножко лавровый лист, 5-6 этих листиков, черный перец и еще 1 столовая ложка уксуса на литр воды. То есть, соответственно, здесь 8 столовых ложек. Вот такой рассол. Даже не варится, а просто доводится до кипения. Потом остужается до комнатной температуры, вот как сейчас. И вот этот гусик у нас заливается вот этим рассолом. Вода, видите, немножко желтенькая из-за уксуса. Вот так мы его заливаем. С перчиком, там, с лаврушкой. Здесь самая главная наша задача, чтобы мясо гуся хорошенько просолилось. И уксус немножко его размягчает. Все, друзья, закрываю крышкой. Убираю в холодильник на 5 суток. Через 5 суток мы с вами увидимся. Будет как раз 31 число. Опа. Друзья, всем каспийский салам опять. Прошло 5 дней, и сегодня у нас 31 декабря. Всех с наступающим Новым годом, друзья. Очень люблю этот день. Очень праздничное настроение, очень радостное. Вот наш гусик, который пролежал 5 суток ради нас с вами в этой холодной воде. Да, вот он хорошенько просолился. Просто хорошенько просолился, пропитался, и он готов. Он готов на подвиги. Сейчас мы его, друзья, будем готовить. Друзья, пусть наш гусь немножко обсохнет на ветерке, а мы подготовим его начинку. У нас сегодня будет очень вкусная начинка, посмотрите. Обжаренный миндаль слегка, барбарис, кишмиш, лук. И вот это айва. Вот это все пойдет в нашего гусика. Сейчас мы нарежем лучок. Лук нарезаем четверть кольцами, друзья.
Хорошенько накалю старую чугунную сковородку, друзья. Немножко масла. Так, надо обжарить лук сначала, друзья. Так, нарежем айву. Лук подзолотился. Теперь добавляем айву. Так, посолим хорошенько. Поперчим. Теперь, друзья, миндаль, слегка поджаренный. Кишмиш. И барбарис для кислинки. Хорошенько перемешиваем. Буквально вот так 5 минут вместе погоняем по сковороде. Друзья, все, довел до полуготовности. Остальное уже дойдет, находясь внутри гуся. Все, берем нашего гусика и начинаем его заполнять вот этой шикарной. Мать, какой жир, друзья. Мать, какой жир. Я после того, как попробовал один раз запечь гуся, друзья, вот так же в тандыре, мне настолько это мясо понравилось, гусиное. Я до этого гуся ел, ну не запеченного. А вот этот запеченный рецепт, мне настолько он понравился, что я уже перестал индюшку готовить, вот эту традиционную, да, так скажем, новогоднюю, рождественскую индюшку. Потому что, я вам скажу, мясо гуся намного более интересное по вкусу. Не знаю, это мое мнение, но гусь реально вкусный. Индюшка более пресноватая все-таки птица. Все, вот вся эта начинка поместилась. Смотрите, какой гусик. Симпатичненький. Сейчас сделаем вот такую вещь, друзья. Друзья, зашивать мне ему брюхо неохота возиться. Я сделаю проще. Значит, шпагат отсюда протяну. И отсюда. Так что здесь, видите, как плотненько все. Он такой жирный. Никуда это уже не денется. И шею тоже, кожу перевяжу. Друзья, снаружи мы его тоже немножко обработаем. Чуть-чуть обмажем просто маслом и специями, чтобы впиталось снаружи тоже хорошо. Черный перчик. И чуть-чуть чабреца добавлю.
и соль. Соли просто будем делать в этот раз немного, потому что у нас гусь хорошо просолился. Он в рассоле стоял 5 суток, если вы помните. Это просто снаружи, чтобы кожу как бы посолить, так скажем. Вот эти травки, специи, они будут находиться между гусем, бумагой и фольгой, так скажем. И вот это, они как бы распаренные, по идее, должны проходить внутрь мяса, в кожу. Вот эффект такой. Все эти ароматы должны проходить в гуська нашего. Друзья, сейчас самая мозгодерная часть, которую я не люблю. Завернуть гуся в бумагу и в фольгу. Вот так. Но без нее никак не обойтись. Все, друзья. Вот такая у нас куколка. Сейчас мы должны шеей вниз сделать. Так, как это нащупать? Где шея? Где жопа? Все, друзья, теперь протыкаем со спины. Вот так. И вот где-то здесь он должен выйти. Вот. Вот. Гусик новогодний. Сейчас пойдем повесим тандыр. Все, друзья, гусек готов к вывешиванию. Вот, прям посередине, смотрите. Супер. Накрываем крышечкой. И все. Часа 2 он должен повисеть. Но через 1,5 часа проверим на всякий случай. Оба! Почти 2 часа прошло, друзья. Мне кажется, уже пора его снимать. Пошли, рассмотрим, что там у нас. Так, вытащим крюк, друзья. Горячий. Вот так. Ну что, посмотрим, что у нас внутри. Наша новогодняя конфетка. Посмотрим, что там у тебя внутри. Так, друзья, я его перевернул на спину, чтобы посмотреть, как у нас здесь грудка. Самая толстая часть. Ага, вот она почти дошла. Красивый такой, розовенький. Очень, главное, он очень сочный. Теперь мы что делаем? Теперь мы вот этого нашего гуся уже без обертки, без фольги, на том же крюке подвешиваем в тандыр. Где-то еще на полчаса. Пусть хорошенько обжарится, покроется корочкой, и все, он будет готов. Все, гусек, пошли обратно допекаться. Все, друзья, опускаем его сюда. Еще на полчаса пусть доходит.
Гусь, по-моему, готов уже, друзья. Вот. Он, честно говоря, здорово уменьшился в размерах. Но он уже готов. Пошли. Друзья, вот наш новогодний гусек готов. На вид выглядит очень аппетитно. Сейчас посмотрим на срезе. Грудку. Сейчас я переверну к вам, и вы, чтобы хорошенько разглядели. Вот кусочек. По-моему, даже очень-очень симпатично. Мне самое главное, чтобы он сухим не был. Все-таки у гуся обалденное мясо, друзья. Друзья, я еще раз убедился, что гусиное мясо — это очень вкусное мясо. Очень вкусная птица. Скажу вам честно, добиться от гуся, чтобы он был прямо как вата, да, то есть очень мягкий, сложно. Его нужно жевать. Это мясо такое. Но вкусовые качества, друзья, выше всякой похвалы, честное слово. А вот наше содержимое. Оставлю часть там, потому что еще люди его будут кушать. Посмотрим просто, как это у нас вышло. Очень вкусно, очень вкусно. Ну, самое главное, конечно же, здесь само гусиное мясо. Друзья, лишний раз вот, честно убедился, что гусь — это птица просто супер. Очень вкусно, всем советую. Дайте я еще раз наслажусь. Очень вкусное мясо. Оно именно что напоминает дичь. Хоть гусь и домашний, но по своему вкусу напоминает дичь. Как будто или утка, или лысуха дикая, я имею в виду. Прекрасно. Друзья, ну гусь гусем, как говорится. А до Нового года остается буквально считанные часы. Там, не знаю, сейчас уже часов 6, наверное. То есть до Нового года остается 5-6 часов. Давайте по традиции откроем шампанское. Дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, с наступающим Новым годом вас! Чтобы Новый год вы встретили в первую очередь весело, в кругу семьи и друзей. И чтобы в Новом году у вас сбылись те мечты, о которых мы мечтали в предыдущем. Дай Бог вам всем здоровья. Будьте здоровы, друзья. Нас до сих пор, бывших граждан одной большой страны, до сих пор очень многое объединяет. Язык, что мы можем говорить на одном языке. Традиции какие-то очень общие. Вот этот новогодний стол, обратите внимание, все, кто сегодня сидит за новогодним столом, я уверен, стол у всех примерно одинаковый. То есть вот этот самый столичный салат, или как его называют, оливье, селедка под шубой, мандарины, это в советское время был очень востребованный продукт. Вот это все, я почти уверен, у всех вот этот набор будет присутствовать на новогоднем столе. То есть я к тому, что давайте продолжать общаться и дружить. Еще раз хочу вас всех поздравить с наступающим. Дай Бог всем крепкого здоровья и хорошего настроения при встрече Нового года. Будьте здоровы, друзья. С наступающим Новым годом!